разворачиваться. Ребята, 100 километров не доехали до Ростова из Москвы. Что-то случилось с СЛСом. Я привез Азизу инструмент, но чувствую, сейчас пока я развернусь, он уже по-любому все починит по классике и уже уедет. Вот он уже залез. Здорово. Нормально, да? Ну что, инструмент помог? Да, сейчас погоди. Дебетовая карта Тинькофф Black в лимитированном космическом дизайне не просто красивая, она экономит и зарабатывает для вас. До 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 6% годовых на остаток, которые приходят каждый месяц. До 30% кэшбэка при совершении покупок у партнеров, перечень которых постоянно обновляется. Оплачивайте топливо, не выходя из машины, с кэшбэком 2%. Штрафы, парковки также можно оплатить в удобном приложении. Кэшбэк приходит настоящими рублями. Доступны бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона через систему быстрых платежей и снятия наличных в банкомате. Так что давай это самое. Скорее переходи по ссылке в описании, чтобы получить лимитированную карту Тинькофф Black. Что ты не сделал на солнце, когда жарко было? Тебя зовут? Это долбоёб, потому что в целом С приездом, пацаны, в Ростов, блин. Наконец-таки вы приехали. От чего эта пленка? от климодебилизма от пух и камней. Не, нормальная тема, что. О, смотри, сколько тут налетело. У меня вообще вот эти сетки все разбило. Это реально вот так бьется. Смотри, сколько камней внутри. Вот да, я знаю. Вот ты с той стороны посмотрел, что я додрал. А ты что, за фура ехал или это вот? Нет, мы стараемся не песочиться, у меня также разлетелось. Реально вся порванная пленка. У меня вообще жесть была, у него еще более-менее. У меня просто вот так его всю разбило. Прикинь, как камни пролетают. Ну да. По тачке. Хорошая тема на самом деле. Ну да. Не за что. Ладно, такого мой гараж еще не видел. Жесть, эти двери, это вообще что-то с чем-то. Феррари, но это, по-моему, очень красивая машина. Самое главное, что она, относительно уже старая. Но, блин. Это легендарная фотка здесь будет. Да. Но она выглядит очень актуально. Ладно, расскажи, что у тебя произошло на трассе и почему ты не доехал до Ростова? Короче, вот эти вот носики, которые на компрессоре стоят, их сейчас ломают. Раньше, когда вот эти компрессора выпускали, неважно, для цешек, для ешек, вот эти америкосы, которые делают, они делали болтиком вперед. То есть, и там конструкция такая, этот болтик ломал раньше. Потом я эту конструкцию переработал еще лет 5 назад, еще на цешке на своей. И там болтик мы сделали, то есть мы сделали цельный нос, а болтик сзади. То есть конструктивно он внутри, он там сейчас. Вот. А у меня что произошло? Я знал, что их ломает. Вот. И мы сделали мне два носа, Егорка, инженер. Две вот эти черные штуки, да? Да, их сделали два. Вот. Один мы сделали из каленого металла, только который Егор взял, он его выточил, закалил, вот, и сделал мне полностью вот эту часть. А вторую он купил уже каленый металл и изготовил из него типа два, чтобы попробовать. В итоге тот, который он купил готовый каленый, он сломался. А тот, который не каленый, я на нем ездил, кстати, все это время. Да. И именно перед отъездом я решил поставить тот. Просто думал, проверю. Короче, я менял сальник, и тот развалился. Вечная проблема с компрессорами. Это большая проблема, да. А это не запах? Здорово! 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 Привет, привет. Кстати, в Сочи я еду на двойке. Я вообще пипец так редко стал на ней ездить. То у меня колесо слезло, то была проблема с поддоном, мне сорвали резьбу. Я, поставил перед новую шину, это Нанканг, то ли какая-то китайская, то ли тайваньская, но она типа бюджетная, но при этом около гоночная.
Вот, и у меня была Toyo 3.8 235-35. И я решил попробовать, встанет ли 265-30 на морду. Если не встанет, то поставил бы ее на жопу, но она встала. И машина теперь с полноценной шиной нормально смотрится теперь, блин, я вообще рад. Я не знаю, правда, как она работает, эта шина. Но вот поедем в Сочи, заодно и затестим. А выглядит прям по-спортивному, мне прям нравится. Блин, так соскучился. Столько не ездил. Иди сюда. Привет, собаки. Привет, Турбо, здорово. Ты как ты? Небо плачет, и значит, обо мне плачет мой ангел. Темнота, и я сгораю в темноте, словно факел. Да, цена высока, и мы сами за все платим. Но верю, моя вера ждет меня в белом свадебном платье. С Климкой заехали к Максу в ГМА Shop. Они уже тут что-то про антидождь. Его самому сложно наносить? Нет. Им кайф научиться. Макс вечно с челленджами, дай покажу. Так, давай. Макс говорит, вот смотрите, мы царапали стекло и отполировали его. Только это нифига не видно на камере, знаешь? Ну, короче, вот так отполировалось, вот так было. Это вот... Что было с ним? Мы его катали прям по плитке, понял? Ну, то есть его прям запускали по асфальту, по запорам. Я вечно к Максу щеткой, приезжаю, то они двери по асфальту тут катают. Короче, у них тут это местные челленджи. Ну, надо же все тестировать, проверять. Смотреть. Согласен. Так, Это самое главное. что вам надо? Нам надо вот какое-нибудь средство от мошек, потому что мы по трассе поедем, чтобы они не прикипели. Но только чтобы антидождь не умер. По поводу антидождя сразу. Если антидождь нормальный, Я не помню, то у какой тебя сейчас. ничего не умрет. Все, Если понял. он Ну, новый, заодно и то проверим. он умрет. Триггер есть у тебя? Кто? Пшик-пшик делать. Вот так, Нет. чтобы Пшик-пшик. Блин, Вот, нет. вот эта штука, чтобы пшик-пшик делать. А как, просто тряпка или на мойке? На мойке самое главное, черная машина же. Не, у меня белая, мы же там Без толпой разницы, едем. Да. без разницы. Любая машина заехал, водой сначала смыл, то есть Да. температуру снял, либо Да. это вечер должен быть, понял? Ну, то есть, Остывшая машина, да, короче. Потому Всё, что я если понял. она будет горячая, моторы особенно, да, ты Да. напшикаешь, и если вот эта хрень начнет сохнуть, Да. она прям может вот потеками аж поесть. Поэтому самое главное, чтобы было все остывшее. Остыло, спокойно запшикал, все, подождал, смыл, все. А скажи, вот так вот чисто пока мы по трассе едем, мы где-то там на середине дороги до Сочи остановили, я могу лобовое им протереть хотя бы? Протереть? Да. Да. Просто попшикал Да, и лобовое тряпкой. можно. Я, Да? знаешь вообще, что делал? Есть такая штука, я тебе сейчас ее дам. Давай. Короче, тебе нужна будет вот такая тема. это Мы чего? не будем рекламировать, кто это и что. Это вот ш- этот флакончик Да. ты выливаешь себе в омывайку. А если я не пользуюсь дворниками, понял? Ты дворниками не пользуешься? Да. Чтобы не царапалось? Ну я просто типа, мух еще смывать дворниками. Так прикол как-то- в том, что вот эта хрень, она смывает мух. Это Вот прям она их- химия какая-то? Да, она их не размазывает. Серьезно? по Ну, стеклу. давай попробуем. Понял, именно мух обычно она мажет. Ну, короче, вот это вся кишки. А у тебя это продается? Да, у нас в магазине есть. Ну, я всё. себе заливаю в тачку, Всё. я протестил. Прикольная тема, мне понравилась. Это на какой объем воды вот это? В бачок. На целый На бачок? бачок, да. Понял. И водой разбавляешь вот полную вот эту штуку. Так, это я там накручу, и Это ты туда его разбавлять накрутишь. не надо, просто Да. пшик-пшик и все, Да, да? самое главное, если ты откроешь эту бутылку, Да. всегда проверяй, чтобы была хорошо затянута. Да, у меня уже был момент. Уже был Да, инцидент, да, у был тебя? уже, как, да. как у неопытного, так Да, сказать, да, юзателя да. бутылок. Держи. Все, спасибо. Можно ехать. Zips in a double cup. East to pink, the lights and rubber tuck. 4 mil like a 1 year. Ain't doing them a rap hustle. 5, 6, zone city, the Mexico. In this split 7 racks on my fit. 8 cars, real 19. Lamb thug, got 12, 13 real plus. 14 out selling drugs. 15 out, 16 had 2. 17 ain't had no life, not running work through Mississippi. 18, I'm getting it up, ain't 3 zips in a double cup. East to pink, the lights and rubber tuck. 4 mil like a 1 year. Ain't doing them a rap hustle. 5, 6, zone city, the Mexico. In this split 7 racks on my fit.
8 cars, real 9, 10, let them thug. Got 12, 13, real plus. 14 out selling drugs. 15 out, 15 out. Ну что, Тёма, мы в Сочи? В Сочи. Мы на Поляне. Как тебе DTM Edition, вот этот, желтые фары наши? Бомба. Что-то есть в этом, да? Как Никитка говорит, можно вот тут вот отрезать, чтобы в японском стиле все было как в Да, оригинале. японцы, короче, вот так вырезают и вот этот верхний хром оставляют в стоке. В целом, все, что я мечтал сделать с машиной из такого основного, я сделал. Все благодаря каналу. Подвеска, ковши. Ковши вообще благодаря Level Performance, им вообще низкий поклон. Диски, весол. Это вообще подгончик неожиданный, я даже не планировал, что у меня будут какие-то диски. Кайф, конечно, еще карбоновый багажник, карбоновые крылья, ну, чтобы они были в цвет, чтобы это, потому что будет казаться, что я в малярку еду. А так, если это будет чисто польза в виде облегчения, то прикольно. Ну что, мы в Сочи, брат, мы в Сочи. Я потрясающе. В Сочи разве может быть как-то плохо? Это Kia Sorento? Соренто, брат. Ресторан и бар, терраса. Смешно, что как будто реклама. Ну да. Это вообще бы нафиг. Ну что ты, как на подвеске доехал? Потрясающе. Почувствовал разницу? Нет. Но единственное, что она более прыгучая на всяких ровных. Со стоком не почувствовал? Не, ну потому что дискомфорта никакого. Не, вообще, я имею в виду, спорт почувствовал. Спорт вообще, да? Небо и земля. Серпантину мы с Климой в моменте, когда рассосалось, все, прям, блядь. Единственное, не помню, как он этой дизельной так быстро ехал. Клима? Она легкая, может, я не знаю. Не знаю. Да он же кодировщик еще тот, она там по-любому. Там сейчас запусти, она СЛС объедет. Он просто скромный кодировщик. Ты, короче, после наших доработок ты жопу чуть поднял, да? Да, но подняли ее слишком высоко, и я ее перед выездом опустил на сантиметр. Не, вот сейчас адекватно смотришь. Вот я решил, что я ее буду сажать так, чтобы она вот. Конечно, кайф ниже. Но там еще резина 265-35. Ну да, у тебя больше. резина Там больше. Там мне теперь нравится резина. Вот это теперь маленькая. А что ты поставил? Бэушку? 265-35. Китай новый? Триангл новый. 265-35. И вот оно, смотри, помнишь, что была с таким стретчем жестким? Да, но казалось, Здрасте. Скажите, Мариот Картьер это какой? Знаем, что Мариот вот. Мариот Картьер, это вам, по-моему, нужно туда прямо пройти. Да, сразу видно, у Тёмы 911 есть. старт-стоп выключи, да, мне побраться. А, у меня выключен. Держи, брат, делай, что хочешь, все в твоем распоряжении, брат. Можно вообще сделать, типа, back to stock. Ты можешь, типа, залить. Не, она сразу задерется, понял? Фонари сразу переставил. Да, фонари дорестал сразу. Клим кодировщик. А что можно сделать вообще вот еще из скрытых функций? Все, что ты хочешь вообще. Реально? Да, все, что тебе в голову придет. А чтоб фары моргали по очереди? В теории, я думаю, можно. А, все, включил эту тему? Да. Sound frequency нет. А, есть еще и разный уровень громкости? Европа. Ну, мы можем разные Ничего попробовать. себе, там разные звуки даже будут? Пик это Европа. Давай. Давай USA попробуем. USA, да. Сейчас рок заиграет, брат. We live in America. Давай, ключ вон возьми. Не, сейчас она закроется. А, тут еще время, да? Да. Вот технологии. Ну, Клим кодировщик, Еще конечно. есть британская. Европа, Британия и, хотел сказать, Армения. Вот это я поставил, кстати. Вот это вообще красиво было. Да ты шо? Ну вообще, иномарка. Нормально. А это, кстати, не так громко, да? Вот здесь стоит. А громче нельзя сделать? По-моему, можно. Давай, как изначально было. Блин, у нас чисто тут это клуб Она фетишистов, собиралась- реально, она больных. собиралась под Мне Европу. кажется, кроме нас бы этим никто не занимался. собирается под Европу, поэтому, мне кажется, Кстати, у меня нет мертвых зон. А, у тебя заглушки типа стоят? Но это ж типа зеркала от М4. Понял? Просто заглушка есть, а самой лампочки. Хотя я не знаю, может это и лампочка. Ты сам их составил? Нет, конечно. Все Завод? завод, да. Типа зеркала топовые стоят, а при этом кнопку не поставили. То есть в целом тебе можно вот сюда кнопки вывести и будет мертвые зоны. Да. Ну, это нахер не надо, мне кажется. Вот на Сильвии я мертвые зоны включил. Там реально Night Vision, warning, типа выключен. Это что такое? Ночное видение. Ну, потому что его нет. Да, ну типа комплектация подразумевает. То есть в теории сюда просто... Можно, кнопка, да, так сносить и понимаю. активировать, да? Да. Прикольно, что это есть просто. Хорошая машина. Спасибо. Все, теперь в тачке можно ехать и на ходу смотреть DVD-диски. Как тебе ковш? Он тебе великоват, да, наверное? Чуть-чуть так. Нет, так кайф, он вписался вообще четко. Как Ну в да. 1М шли они. У Клима, кстати, когда-то 1М была. Мы тогда еще на первом курсе с Никитой были. Вот она, героиня поездки.
Здорово. Что, закончили что? Да. Вот, кстати, на SLS тоже желтые фары. DTM Edition. По-моему, прикольно. Две белые тачки и желтые фары. Что-то в этом есть. Надо было мне только черные колеса еще накинуть, было бы вообще то, что надо. На носу зима, многие уже планируют обувать зимнюю резину. У кого-то ее нет, а кто-то наоборот хочет приобрести или обновить свой старый комплект колес. На Яндекс.Маркете появился раздел «Ресейл», где вы можете быстро продать свои БУ шины. Вам не придется искать клиента, так как Яндекс.Маркет работает через партнеров, что позволяет избежать неудобств. Больше не нужно торговаться о цене, переписываться с покупателями, ездить на встречи с незнакомыми людьми. Достаточно просто заполнить форму и дождаться специалиста, который заберет у вас товар и отправит деньги сразу после финальной оценки. Ну а если ты ищешь шины и тебе нечего продавать, заходи на Яндекс.Маркет, покупай ресейл шины от 4000 рублей с выгодой до 60%. Экономь на подготовке авто к зиме. Ссылку я оставлю в описании, переходите. Турбо. Ты герой выпуска СМ5 дизель? Брат, ну одень майку только. Просто на этот огромный порог карбоновый. Дверь с потолком. Ай, блядь. Хлопнул, да? Ну чуть-чуть, да нет, я с непривычки. Это не из-за тебя, это хлопки из-за того, что, короче, амортизаторы должны быть, а они старые. Собери по осколкам мое разбитое сердце. Что, мне нравится эта музыка? В салоне все, конечно, естественно, максимально просто, потому что какого года машина? 10-го? 10-го, блин, представь. И она до сих пор актуально выглядит и до сих пор ценится. Тут, блин, даже цифры есть, чтобы номер телефона вводить. Но тут нет блютуза. Нет блютуза, нету, только AUX. Только AUX, а тут еще где-то заслоночка открывается. Да, там это Брабус Титаниум. Брабус Титаниум. Еще мусор, да, там подснял чуть? Ну, понятно, ничего страшного. То есть тут, короче, настройка только, по сути, коробки. Комфорт, спорт, спорт плюс, механика. РС это лаунч старт. Да, все как на цешке на аресту. Заводить, как оно? Дрифт. Дрифт, да, либо полностью, либо наполовину. Ну, спойлера тут нету стокового. Да. А МГ это типа как М2, М1 на руле, это типа готовые настройки. Сразу в ту Да, настройку. типа вот эти вот настройки готовые, стабилизация и коробка. Ну, короче, все очень просто. И олдскульно, я бы сказал. Приборочка. В общем, эта машина на самом деле с историей. Сколько лет назад? Ты на ней выступал Да, на в Анлиме. 2017 году, да, я на ней В выиграл 2017 году он на ней выиграл Анлим. Алло, блин, вот именно на этой машине. Да, при том, что в классе были очень серьезные соперники. И она уже была тогда на компрессоре, да? Да, она была на компрессоре, там, в метаноле, там. Мне Игорь мощный прислал программу. И? Будем зашивать? Не, я уже записал. Я А тут поправил вентилятор, потому что очень жарко в тачке было. Посильнее Ага. сделал. Сильнее он дуть теперь будет, да? Ну, он теперь по возрастанию, да. Короче, к 94 я поставил, что он заходил на 70. Вот, а там, когда уже 98, 100, и дальше 100, 100, 100. В общем, он все тут сам настраивает, ну, ему помогают, но он это все заливает, знает, что зашить. Сколько раз он под этим капотом сидел, это, конечно, что-то, я не знаю, если бы у меня что-то вот так поломалось, я бы просто потерялся. Так вариантов нет, просто на дороге остался. Ну, понятно, Блин, понятно. это хорошо, что еще под утро она Ну, была. да, да. Потому что если нам куда левее правее вообще? Нам на выезд. Блин, эта дверь, это что-то реально. Я на самом деле очень удобно. Мы вчера с Азизом припарковались под гостиницей очень рядом. И... Эти видео, вот так иди. Да. Иди на свой диван. Все, турбо, сидеть, сидеть. Вот, мы припарковались рядом прям, и, ну, я пассажирской дверью к Азизу. И пассажир бы точно не вышел, а у него дверь прям открылась хорошо. Ну, единственное, наверное, на какой-то низкой парковке не очень удобно было бы, но таких парковок я не видел. Ну, потому что она вверх открывается, и нужна высота. Перчатки забыл. Понял. А ты достаешь до двери нормально? А? Чуть-чуть, да. Слушай, ну вообще все должно проще происходить. Типа на новых амортизаторах они должны, во-первых, уходить вверх сами. Вот. Ну как, с помощью человека, но не так вот, как мы сейчас ее толкаем. Проще, знаешь. проще, короче.
Но это они просто уставшие, Я уже да? привык, да, но давай скажем им спасибо, что они хоть наверху сейчас держатся. Ну да, Потому что что дверь когда не в Москве, нет, когда в Москве очень холодно, там типа вечером плюс 13, они уже все не держатся. Застывают, да? Да, ну не, они просто вниз падают. Но сейчас потому что слишком жарко, видимо, нагреваются, Ну и да. у них сила появляется. Я понял. Вот. Да, блин, я так рад, что мы все собрались. Турбо, ты рад, что мы собрались? Он вообще сказал, он что очень его рад. Диван у него свой обратно вернулся на его место. Я вообще мечтал о двух машинах типа, с детства. Это F12 была, и SLS. Вот. Конечно, я хотел именно настоящий, прям Black, чтобы понял, но они там, эти машины, мне кажется, когда они только вышли, они стоили космос. Не, Black'ов вообще в России нету. Ну, чтобы, как бы все понимали, мы потом расскажем, это не настоящий Black. На этой машине, когда я участвовал на Анлиме, потом, понятное дело, я тогда понимал, что до такой машины денег никогда в жизни не хватит. В том году, где-то в ноябре, я смотрю, на Авито вышла вот эта машина в продажу. Я пишу, типа, владельцу на Авито, в этом в Авито-чате, типа, привет, там. Я вообще забыл, что мне показалось, что владельца зовут Ваня, типа, Иван, а его зовут Миша, я забыл это. Он говорит, типа, я не Ваня, я типа Миша, но Азиз говорит, я тебя помню, типа, а я ему написал, ты помнишь, я говорю, на твоей машине участвую, ну, ты представляешь, сколько прошло, это, считай, 5 лет прошло. Ну да. Вот, я говорю, почему решил продать, но он там говорит, слушай, я, говорит, телосложением уже не тот, говорит, мне в нее тяжело садиться, типа, и, говорит, вообще я там, типа, Rolls себе купил, понял, что это лучшая машина. Где-то полгода он ее продавал, то есть, она мне случайно встретилась, потом мы когда приехали как раз в Сочи, я что-то лежал, но делать было нечего, думаю, дай ему еще напишу, типа, я говорю, а за сколько ты готов реально ее, типа, отдать, ну, он долго я там, он говорит, слушай, ну, там, это что-то, ну, понятное дело, что там опять какой-то космос, типа, был, ну, потому что он выставил ее за 26 миллионов, что ли, тогда. Реально 26 она продавалась? Ну, да, Офигеть. там, что-то около этого. Потом в итоге она снизилась там до 24, потом до 22, по-моему, ну, он так снижал. Ну и в итоге мы с ним вроде не сошлись. Потом, короче, когда началась вот эта вся ситуация в стране, он мне сам пишет и говорит, слушай, я, говорит, готов продать машину, то есть после вот этой всей ситуации, я готов продать машину. И все, я еду, ее смотрю, с Климом мы едем, ну я понимаю, что она вся там, ну мы сейчас все покажем, потом не буду рассказывать какая. Не в идеале. Да, я, короче, на фотках она красивая, вживую, ну, пиздец. Потом я от нее отказываюсь. Вообще. То есть, ну, вот я отказываюсь, я говорю, слушай, там очень много работ. Я понимаю, что, типа, там вложить в машину придется минимум, там, ну, с моими хотелками 3, типа, где-то. Там 3, 2. Соответственно, с той суммы я хотел сказать, что это будет уже, ну, как бы цена очень дорогая, при том, что, объясню, все машины же всегда как хотят купить? Они хотят купить с маленьким пробегом, чтобы в нее никто не лазил, чтобы болтики там нигде не крутились. То есть, такие машины были на Автору, но они там стоили, там, 20 миллионов, там, 22 миллиона, там, кто-то вообще за 26 продает. Он там говорит, ну, ты подумай, там, это, я, там, с Климом посоветовался, мы подумали, я ему все расписал, что нужно делать по тачке, и написал, типа, стоимость, которую я готов ему дать. Я еду, разговариваю с Андрюхой, говорю, Андрюх, что делать, и так далее. Он говорит, слушай, ну, рассмотри, говорит, может, все-таки, типа, вы договоритесь по поводу цены. В этот момент, когда я разговариваю с Андрюхой, это вот прям вот такая, знаешь, судьбоносная херня вот такая, вот я не знаю, как это называется. Мне просто пишет Миша в этот момент. То есть я говорю по телефону, и мне на WhatsApp приходит сообщение от Миши, что типа, Азиз, ты там не надумал по поводу машины? И он пишет, я готов к торгу. Типа, понял? Вот так он пишет. Короче, я так понимаю, ты единственный из того, кто зацепился за эту машину. Ну, может и он понял, быть. что ты Ну, можешь чтоб ее ты понимал, купить. с апреля месяца, а он мне писал в июне. Ну да, ну То есть значит это никто и прошло, не интересовался. Да, может ему там, знаешь, ну как бы он понял, что это как бы, ну, машина реально никому не нужна, кроме меня. да. Потому что только я знаю, как ебаться с этим компрессором. Потому что с Маренги все поругались. Это отдельная вообще история. Он с ними тоже не общается, потому что они ему изуродовали там тачку. Мы повторно смотрим тачку. Я ему звоню. Мы договариваемся насчет цены. Вот. Договариваемся, что я забираю машину с номерами. И он говорит, давай так, типа, ты, говорит, не едь в этот Royal Motors. Я, говорит, заберу машину. Приедешь ко мне домой. Мы рассчитаемся. А, она в твоем любимом рояле стояла? Да, колхозников этих. Ну и все, как бы как-то так я забрал эту машину и вот начал ее потихоньку уже делать. Ну и как, ты доволен? Нет, в Мечта целом сбылась, я доволен. получается? Да, мечта сбылась, но просто такие дотошные люди, как я, меня прям начинает и все бесить от того, что она разноцветная, сейчас с одним матовым крылом. Ты доволен, вот, что ты ее купил? Да. Все, и вот я тоже доволен. Мне очень пипец она нравится. На нее, кстати, внимание обращают больше, чем на Феррари. Серьезно? Да. А вот прикинь, в городе когда она будет. Да. Это вообще Зачем ты будет. это сказал? Ну я запикаю, какой цвет будет, понял?
Брат, можно мне AUX? Я включу одну топовую песню, Давай. просто разрывная. да? Просто разрывная. Брат, 100%. Я когда-то тебе скидывал неразрывные треки. Наболтаешь? Кондиция, да? Да, кондей врубаем. Надеюсь, мы не поломаемся. Back it up. 223 gon' make a nigga back it up. 21. Tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a hood out whacking us. Niggas running till they plug, crying, saying slaughter gun, keep texting us. I get them racks and then I stack it up. 21. This is not a scat pack, this a Hellcat and it's on Angel Dust. Bow, bow. Nigga breaking news, gang fuck, nigga we dangerous. I get inside that pussy, beat her back out. Yeah, you know a nigga strangle her. That fake ass jury tangled up. Middle fingers on stick, dirty land, dirty bitch. Bad bitch, put a nigga on a list. Rob a nigga for a Жопа все-таки, наверное, все-таки красивее, чем перед, как по мне. Вот это вот центральный вот этот изгиб, прям бомбовский. Вот если прямо сейчас сюда поставить оригинальный Black Series SLS, в чем будут отличия? Если смотреть по номерам в каталоге, то там в каталоге. Да, неважно. Там все отличается. То есть даже обводной ролик на моторе отличается, у него свой номер. Да. Любая деталь, вообще любая деталь, которую ты не нажимаешь, не кузов, понятно, там не карбоновые вот эти запчасти, это логично. Подвески просто вот рычаг, там не знаю. Уже другой? Все другое вообще. Форма рычага та же? Да. Но скорее, просто какой-нибудь там материал скорее всего, другой, там да? просто типа сайлентблок, вот как я говорю, от G30, это от M5, там знаешь, как на G30 идет там металлический шарнир маленький, и в самом рычаге сайлентблок, то есть толщиной вот такой, то есть резины много. Вот. А на М5, наоборот, металлический шарнир большой и резины мало, и она плотная. То есть понял, чтобы рычаг не сильно ходил. Да. Тут, скорее всего, то же самое. Ну, шаровые, наверное, какие-то там, знаешь, такие потолще, может. Из неоригинала здесь задние крылья. Они видно, вот здесь вот, если посмотреть, вот так. Они приварены или Нет, они наложены просто какое-то стекло, там, стекловатое, я не знаю. И спойлер, да? Ее собирали колхозники. Есть такие колхозники типа Россия, которые в России God Motors, у которой уже забрали это. Кто раньше типа God Motors был в России. Вот Саша Медведев. Такой колхозники вообще лютый. Андрею тоже они машину собирали, много там чего не закрутили вообще. Вот. Так, и вот этот карбон-спойлер, да? Да, и карбон-спойлер не один, да. Все остальное, ну то есть передние крылья. Слава богу, оригинал, да, потому что это денег очень дорого. Ну, задний бампер полностью, вот, весь. Так, Вот эти накладки. накладки. Крылья, они шире идут. Крылья шире. Фары должны быть, по идее, черные, но они на разных комплектациях разные почему-то, я не знаю, на фотках, либо их люди тоже переделывают, но они должны быть черные. Да. Он разобрал их, покрасил, но я заказал новые фары, оригинал. Капот? Оригинал, да, у него там шильдик внутри, что это оригинальная запчасть, слава богу. Вот, ну бампер весь оригинальный тоже. Black Series, ну, кузов шире. Соответственно, колея отличается, да? Ну, Или колес, это колеса отличаются? колеса, да, То есть не- по ступице они такие же. Да. То есть здесь жирней нужно ставить колеса. То есть если эти колеса поставить на обычные СЛС, они уже не подойдут. Вот они- эти колеса на обычный СЛС не станут. они будут торчать. Да. То есть если ты хочешь продать эти колеса, тебе надо продать их только на Black Series. Ну кому-то нагласить. Ну короче, их просто можно вот Да, оставить, понятно. короче. Я к этому и вел. А так, конечно, сейчас заказано много всяких крепежек, потому что вот здесь нету оригинального крепления в крыле. То есть Ага. оно там просто, там, знаешь, такой уголок колхозный. Я же разбирал машину перед выездом. То есть и на этом уголке колхозным закручено в кузов просто болт. То есть он не на заклепках. Вот эта вся часть здесь стоит орик, которая вот ну, типа этот, защелки вот здесь. Да. Здесь резинка должна быть. Ну, то есть я ее снял перед выездом, почистил здесь клей, потому что там тут столько раз его красили. Вот просто это просто в целом мир вот этот у нас вот в России, это просто мир колхоза. Вот реально, без шуток. То есть, вот смотри, во-первых, машина вся разноцветная. Я не знаю, будет ли это видно на камере. Не, вряд ли Вот будет смотри, видно. вот порог белый, крыло, смотри, более жемчужное. Но это не будет, наверное, на Смотри, видео. бампер еще жемчужнее.
То есть смотри, это и все, любая деталь у машины. Здесь вообще лак слетел, Да, оно матовое матовое. крыло стало, смотри, просто. Ну, оно начало облетать, и я направил керхер, думаю, ну слетает, значит так поедем. Да, значит не нужно. Ручка другого цвета, смотри, то есть она отличается от двери, вот, смотри, видно разницу, понял? То есть дверь покрасили, ручку не красили. Смотри, крыло другого цвета, бампер другого цвета. Багажник, ну, более-менее под таким углом, но он видно, что тоже другого цвета. Я разобрал, там внутри там 2 болта должны бампер притягивать. Ни один не закручен, там болтов просто нет. Понял? А Моренди что? Моренди это вообще отдельная история. Это же эту машину они делали По настройке... изначально, вообще по всему. Но к ним вопросов нет. Тут сама конструкция этого компрессора, это просто компрессор не очень хороший. Но суть не в этом. Я когда купил сейчас у Миши, я же в 2016 году на этой машине ездил, участвовал. Да. Вот. И я, получается, когда машина, я же не знал, что я ее куплю. Я ее купил, с ней были какие-то неполадки. Она то троила, то там это, то. Я ему звоню, говорю, слушай, так и так, я купил Мишину машину. Говорю, слушай, хочу. Я говорю, а с лишним не прошу. Я говорю, если вы не хотите заниматься, пришлите мне просто файл от этой машины. Ну, прошивку. Да. Потому что, говорю, я не могу понять, то ли там залили сток, пока она была у собственности у человека, да, там у хозяина у этого и так далее. Что он день не выходит, 2 не выходит. Я им пишу, он мне просто не отвечает. Потом в один мне день пишет и говорит, я тебе ничего не отправлю, типа за все комбинации, если мы что-то будем делать только за деньги, то есть, понял? Я для них сколько там первых мест выигрывал постоянно, только за деньги. А, ты прям за них выступал? Конечно, ничего себе. Вот. И Ну да. по итогу, он мне говорит, все махинации за деньги, типа, если что-то мы будем делать, деньги, короче, там так далее. Я говорю, слушай, я вас чужого не прошу, за эту прошивку заплатили деньги изначально. Я говорю, не маленькие. И я говорю, вы можете вернуть то, что есть. Он мне говорит, вы спиздите прошивку. Вот. А мозг залочен, я это знаю, как бы, да, но выкачать оттуда прошивку для меня это вообще не проблема. Это там проблема, может, для них или для кого-то, для других людей. Я просто требую свое. В итоге они мне нихуя не скинули, просто динамили, сделать ничего не сделали, просто не отвечали, там, знаешь, там месяц прошел по итогу, вот в общей сложности. Я поехал, купил новый блок мозга, просто и мы туда... И сделал свою прошивку. Да, я сделал свою прошивку, но этот блок тоже можно было сделать, но я не то, что купил, у меня просто дома лежал запасной блок. От Сэшки. Да. И он подошел сюда. Воу-воу-воу. Полиция, блин, так и знал, что тут нельзя стоять. Брат, ну я на такой только в GTA катался. Здорово. Привет. Как ты? Пойдет как сами. Нормально. Не, ну прикольно. Вот 92 М3 продал, да, купил Форда. Получается так. Нормально. Ну на стиле. Ну, как это? Понял. Будет BMW опять. А, да? Не зашел Форд? В принципе, если бы мы были на корвете, можно было снять американскую погоню. Из основного, что такое придаст виду, это задние оригинальные крылья, задние фонари, передние фары, задний спойлер оригинальный, потом что еще? Решетка радиатора будет оригинальная, потому что сейчас она покрашена, а до этого вообще была белая, то есть ее в белый зачем покрасили. Ну, по салону какие-то мелочи я заказал, приборку я, кстати, заказал, очень дорогая вещь, от Black, потому что она на Black, там немножко идут другие цифры, и она идет черная вся. Да, здесь белая. И отсечка там, да, смещена? Отсечка там, по-моему, да, там на 8200. Но она у тебя будет просто фальш. Почему? Я куплю валы от Black. А, и у тебя сместится отсечка все-таки, да? То есть там, Ничего себе. Да. Ну, как на пятерке закодируют. Да. Нет, не закодируют, нет. Не, возможно, она и на этих валах будет крутиться. Это надо смотреть все аккуратно. Это надо уже на машину загонять на стенд и смотреть, она по полке, едет ли она вверх, как бы, и дописывать там карту наверху. Вот. Но, соответственно, нужны валы, где, чтобы она там ехала. Может, она и на этих поедет, но лучше купить валы. Они как бы и мощности придадут, и, в принципе, они нужны. Вот это как вообще можно было осуществить? Это, видимо, где-то что-то валялось. Вот. А вот это хорошо можно осуществить, вот эта вот резинка, вот эта вот покрашена. Вот, видишь? В натуре резинку покрасили. Да, а знаешь почему? Знаешь, сколько эта резинка стоит по номеру? Сколько? 230 или 220 тысяч. Я думал, сначала это ошибка, но она так и стоит. Но я решил ее пока не брать, потому что Ничего себе, там, за блин. 2 резинки. Но это более-менее ровная, потому что они ее не снимали и покрасили, а то они сняли, походу поняли ошибку и зачем-то снимали двери при покраске. Я понимаю, что им надо было покрасить, для чего непонятно, но... тут были наклейки просто Моренди. прикол было, когда мы такие еще Ну, никогда не короче, я снимали. вспомнил, тут были наклейки Моренди, и Да. они их, когда снимали, оторвали вместе с краской. То есть вот это в этом проблема. Бомба, еще, короче. кстати, вот заказаны вот эти штуки, это не оригинал вообще. А, это не Какой-то- оригинал. Это какая-то леплина вот русская, вот эта хуйня
Да, поэтому мы на ней сидим прям ногами, да, и ее не жалко. Нет, не из-за этого. Просто наши, в принципе, я не знаю, ну, может, на пальцах пересчитать, но может сделать качество. То есть у нас в России нет, кто сделает качество, реально. Никого, я не знаю. Ты можешь? Но пока Часом? такие люди со мной не общались 100%. То есть постоянно у всех косяки, у всех косяки. Это вот как на М5 брат, я тебе сделаю самый лучший карбон. По новой отслоился сейчас уже. Мы с Москвы выезжали, Какой отслоился карбон? Где на именно? М5. Ну, где? В Торпеде. А, в салоне? Да. Ну, на F90. А, у тебя F90 Ну есть? да, которая D. Да, долбою. Все мы любим машины, но не у всех и не всегда есть возможность поездить на них в жизни. В таком случае вам нужно точно зайти и поиграть на проекте моих друзей CCD Planet на движке GTA. Тут есть все, на чем мы так помешаны и о чем мечтаем. Вам не придется тратить много времени для покупки машины своей мечты, а с огромным количеством единомышленников и крутым геймплеем время пролетит незаметно. Парни реально с душой занимаются своим делом, и при входе это будет заметно в первые минуты. Присоединяйтесь, играйте, кайфуйте. Все ссылочки в описании. Турбо, где кошки? Где кошки? Нет? Где кошки? Турбо, где кошки? Да он собаку-то ищет, которая нас проверяла. Все, поехали. Я держу. Да не, я думаю, никуда не денется. Да, нормально. Смотри, показывает машину. Типа, что двери открыты вверх. Понял? А, прикольно. Да. За дверью смотрю. Блин, Сочи кайф. Пацаны тут едут. Да, по-моему, вот все думают, что мы по-любому мажоры. 100%. Посмотри. Видишь, он трещит. Да, а теперь закрой. Вот смотри. Да, приятнее. По-моему, Прям такой. АМГшный. Такой басовитый, типа. Давай, жми малого. Это бля. чисто как там, беззубый братишка на Да-да-да. М55, да? Заебала эта кочерга, бля. Короче, что-то кряхтит, когда выворачиваешь колесо, и именно не трет, а как будто что-то поломано. Вот, а пока они тестят, я расскажу. Вот он, ага, не расскажу, ладно. Там компрессор был. Ну, вот так вот всю дорогу что-то ломается, что-то вот так на ходу чинится, слушается. Вот как-то так это и происходит. Че, брат, у тебя что-то сломалось за поездку? Нет. Единственное, Клим закодировал мне ID6, и у меня пропал НБТ. Что? Он говорит, да, ID6. А что такое ID6? Красиво. Ну, чтобы НБТ не вот 5 иконок было, а 3 больших. А. Я закодировал, у меня весь НБТ, вот экран, и вот здесь картинка. А у меня вся картинка вот тут стала, и у меня только уголок вот здесь, понял? А эти кодировщики Я вернул московские. на место. А, ты уже сделал? Я обратно вернул ID5. Ладно, расскажи тебе, как СЛС. Это ж чисто тачка, реально. Мы в универ ходили, она у нас на тетрадках Это была. На дневнике, да. Это даже не в универ, в школе. Ну, в школе, да. Это круче, чем какой-нибудь F8 трибута иметь, как минимум. 100%. Потому что это, во-первых, уникальное, во-вторых, уникальное и доработанное, а уникальное и доработанное это сразу X2 и SVX. Выглядит дико, в городе выглядит вообще оттас. Да, она такая плюшка. Вот едет Lexus Иска- RX, в нем сидит вся семья, а он в 1,5 раза шире, чем Lexus RX, в котором 7 человек едет. Скажи, это ж типа, ну, AMG GT это продолжение этой машины. И вчера они на Брутале рядом с AMG GT Та же стали. самая бричка, короткая, с огромным капотом, с мотором. Мне кажется, в она базе. не короче. Не, суть в другом. Суть в том, что у них всегда длинная морда, потому Да. что они мотор кладут в базу тачки. Да. Поэтому приходится эту морду делать длиннее. А ты знаешь, тут коробка, как в Берлинете, в Феррари? Да, здесь. Как перед сама по себе коробка? Или Да, просто как в Феррари. транзакция? Нет, это какие-то же и транзакции, и тоже коробка. транзакция. Да, Она передний моторная, но мотор. Вот тут. да, до Получается, что оси. мотор на самом деле это среднемоторная машина. Ну, по идее. Но Ferrari средне-задний моторная. Это Ну, ближе к задним колесам, короче, да? Да, то есть это среднемоторная тачка, мотор не лежит. А здесь ее выгуливает как будто, понял? Тебе идет, брат? Твоя, полегче.
Ну тебе как тачка? Слушай, честно, бомба тачка, конечно. Но? Реально Просто бомба. сравнить. Вот Не, посмотри. просто есть моменты, Вот его нога, а вот, блядь, порог, нахуй, машины. Просто есть моменты, конечно, которые надо исправить, но тачка, конечно, бомба. Таких больше не делают. А это что-то на языке М3Е46 было сказано. Ain't no party once we crash the party. I'ma scoop shorty to vacate the party. You keep grilling, I pump the shotty. Put you in a trunk, then dump the body. Nigga, you don't know, you better ask somebody. Y'all get down, we gon' clash probably. Bill Snowflake out of that Abercrombie. I'm tryna rip Britney, so I made y'all sign me. Nigga, catch me in the club with a double-edged finger. I'm the wrong one to fuck with. No, I know the Ты заглушил ее? Да, А что, ты опять троит? затроил, да. Ну это из-за свечей. А руль не блокируется из-за этого? Заблокирован. Я сейчас еду чисто без этого, без вакуумника. и Подожди, а тормоз не заблокируется? Он может закончиться? без вакуумника. Не, почему? А, он будет работать Так, просто тяжело? чтобы ты понимал, на гоночных машинах люди ездят без вакуумных А, тормозов. просто на тяжелом тормозе? Да, да, они чувствуют И это. ты просто ее типа сейчас сбросил по BMW, что ли, или что? Нет, ну просто если заглушить, завести, выскочит ошибка, но она троит из-за того, что типа свечи умерли. Вот, но просто я когда его забирал, мне хозяин сказал, что они там все поменяли, даже свечи. Но не знаю, что они туда поставили и реально ли они поменяли. А тут какие-то гоночные свечи? Ну не гоночные, сейчас я буду использовать BMW-шные, потому что они, вот АТС-55 я буду использовать от твоего мотора. А в чем? Я уже ставил. Ну они восьмерки или девятки, тут калийное число у них очень такое, ну типа, короче, это... Боевые, нагрев, короче. Ну да, нагрев. Конечно. По заводу на Мерсах шестерки стоят, но не на всех, на турбовых, наверное, уже тоже другие, но про них никто не знает. БМВшники, они же все такие, здесь такое. По Мерседесу что-нибудь у кого-нибудь спроси, блядь, он скажет, не, брат, я не знаю. Там, скажет просто, что, там, не знаю, я фильтра меняю, малена какие-то. Но мы сейчас, получается, еще экономим, да? Да, топливо экономим, едем чисто. Нормально. Всем расскажу, если вдруг на скорости машина на себя начинает плохо чувствовать, или вы слышите, что форма мотора звука поменялась, или тачка начинает троить, всем говорю, сразу глушите машину, просто аккуратно ее глушите, вот, и можете ее перезапустить, грубо говоря, потому что... Но на нейтралке, не да, на D. на нейтралке, да. Ну да, а то сейчас все на D начнут Да, глушить, нет, непонятно, да, что на будет. нейтралке, О, завели, поехали. до этого на Тесле. Прошла ошибка? Не-не, она даже, видишь, не загорелась. Да это чисто свечи. Просто да? чисто свечи, она даже ошибку не словила. Ну То есть да. просто пропуск. А, вот, вылезет, смотри. Чек? Да, сразу снимал, был чек, сейчас есть чек. Понятно. А ты на Анлиме на ней с ланча стартовал? И как только не пробовал с ланча, но здесь коробка стоит как на Феррари. Коробка стоит как... Короче, здесь коробка типа со сцеплением. Ну, Типа ДКТ. Да, но я не могу зажать вот так сейчас две педали, она машина не захочет вот так сделать. Она просто, то есть пока я держу тормоз, она будет просто не давать газ. Вообще не да, да, никак. то есть, да, но вот на Феррари в чем плюс? Ты можешь тормоз отпустить, вот так, и пока ты не нажмешь газ, она не трогается. Прямо ну да, стоит да, на МК нейтралке. так же, А да. вот эта машина трогается. Не на нейтралке, на скорости стоит, не Да. катится сама, не помогает. Да, она катится, вот это катится, помогает. То есть. И она у нее, видимо, чуть-чуть здесь по-другому перенастроена, но коробка точно такая же, прям внизу гид-трак написано, и прям визуально одинаковые коробки вообще. Что на Феррари, что здесь. Смотри. Смотри, вот так. Смотри, сейчас. Смотри внимательно. Ты понял, что происходит? Смотри внимательно на свечку. Вот здесь, смотри. Я сейчас так сделаю, смотри. Понял? Она не выдержала нагрузки, это просто очень слабая свеча. Вот она отлетела. Вот, скорее всего, в некоторых цилиндрах, ну... А вот, видите, нет старых свечей от машин от его, каких-нибудь? Спроси, я не знаю. Она там внутри или что? Не, она вот здесь, слава богу, не упала. Но это не факт. 295, 25, 20. Ну что, мы без машины остались? Завтра будет готово. Эдик. Вот тебе и Мерседес. В такой куче машин остались без машин. Да. И что, вот эти все каршеринги заняты? Сказали, что только вертолет. Так раз не этот не занят, этот не занят. Вот, да, я хотел от села поехать. Да, хорош, давай, с Мерседесами хватит на сегодня. Поехали уже домой хоть на чем. Свободный.
Да есть, сейчас найдем. Вот эти из них один есть по-любому. Давай по-любому. Я, конечно, приезжал по-любому. Да. Сейчас он пишет. А что это уже крашеные диски? Они с Москвы вылетают, бронят его. Турбо. 25 минут. Ты рад? Я просто вылетел из белка кара. Хорош, брат, хорош. Почему бы и нет? Ну мы сейчас уже поедем. Азиз уже он отфоткивает. Да блин, ладно. Вот это собачья жизнь, конечно. Кайфы. Ой, я. А все равно не отпускает вот это все. Да, турбо. Я говорю, стринг не отпускает нас все равно. Едем на Мерседесе. Что, тут ничего не поломано? Хорош. Тут ничего не поломано? Я не знаю. Так надо пристегнуть. Угу. Да, кнопки лучше, чем в гелике. Ну, во-первых, свечи не закручены. То есть ты просто вставляешь туда свечник, и ты, то есть, пытаешься как бы свечку как будто оттянуть, что она там типа затянута. Ты просто вот так берешь, и она просто крутится. Ты когда покупаешь на BMW-шных, по-моему, написано там сзади даже момент, какой затянуть нужно. Вот мы твоим ключиком этим и затянем момент. Динамиком? Ну, динамиком, да. Ну вообще, а ты им подлезешь туда вообще? Ну, как-нибудь. Одна свечка не работала, мы на такой свечке ехали, считай, Из почти с Москвы. Ростова. Нет, смотри, до этого машина вообще не троила. Она троить начала именно после Ростова. Но они же не могли расслабиться. То, что они не затянуты, это что же влияло? Не, ну они ну, там, конечно, не прям не сильная утечка, но налево домой. Да. Короче, мы приехали в Сочи, и на море мы не были. Нигде мы не были. Мы не отдыхаем, мы чиним Мерседес. Да. Вот так. Вот так мы отдыхаем. Как тут помыть голову? А, вот так. Дворником хана вообще. Ману. Пойдем, где турбо? Турбо. Вот смотри, я вставил. Все, смотри, вот все. Я даже никакого усилия не делал, он просто крутится уже сразу. Понял? Турбо. Ты не против, что он? А, ну конечно, вот он. От нежности он никогда не откажется, блин. Это собачий Вот смотри, здесь у эпизод. меня 5 свечей. Собачий и свечной. Смотри, видишь, вот смотри, вот эта свечка была более-менее хорошо закручена. Видишь, у нее приплюснута шайба. Вот это. Видишь, вот это. А вот этой, смотри, вообще она просто как... Вот все вот так вот покажу. С разницей, чтобы было видно, смотри. Видишь? То есть вот я их ровно ставлю, видишь, эта шайба даже чуть-чуть выше она. Ну а вообще свечи хорошие? Эти говно полное вообще. Понял. Вот эти ваши HKS, это вот надо оставить для вот этих вот. Кто HKS любит, вот это, наклейки клеит там. Понятно. Интеркулер, HKS, понял? Да, оставим тогда. Так мы в Сочи отдыхаем. Все на пляже, там на бассейне, на море. А мы свечи крутим. Свечной эпизод. Свечной. Посмотри, я сейчас не трогал. Да. Посмотри, я ставил такую хуйню, смотри. Короче, у Азиза цель доказать, что они не затянут. Не, вот смотри, я сейчас ничего не делал. Вот смотри, я просто одним пальцем, вот смотри. Свечка, видишь, крутится просто. вижу. И вот все вот то же самое Да. так вот там. Слушай, ну слава богу, что ты попала в хорошие руки, реально. Все, мы наконец-таки забрали свечи. Свечи точно такие же, как на моей М2. Вроде нормальные, мощные, там все дела. Сань, с приездом? Ну, расскажи про свой дизайн. Ты решил, что у тебя Porsche? Я просто очень хочу Porsche. Да, я верю. Мы все верим. Ну, красиво. Саня, традиционно. Знаешь, я тебе скинул фотографию. Я их не увидел. Прикинь? Да, я увидел у Середи в сторис, уже думаю, нифига себе. А потом зашел с тобой в переписку, оказывается, ты мне скидывал, я не увидел. Прикольно. Да. Очень. Так, масло Матюль, да? Шер пружины? Шер пружины, ВМР, колеса, все. Понял. Матюль масло? Ну, все жидкости Матюль. Уверен. Спроси, а Мартини что? Бухает? А Мартини что, да? А Мартини это гонки такие. Так. А, у тебя и коврик Мартини, но он у тебя давно. Альсеич, Козлов, Середя, Денчик, кто дизайн делает, детейлинг, кто, видимо, тебя клеил, да? Ну, это Артур, да. Лукашина мойка, Лукашины номера. Да, все верно. Вот, смотри, родной. Что там? Что это? Кольцевые гонки. Этап проходит сейчас. Да. 2 часа назад выложены. Ну, до я этого слышал, что они закрылись. все работает. Ну, дай бог. Не, просто лишь бы тебя ничего не предъявили за это. Надеюсь, знаешь. что не предъявят. Я тоже надеюсь. Ну, красота. По классике Toyo 3 восьмерки с Авито. Не
не с Авито, новые, с Красноярска. А, серьезно? Да. Хорош. Ну, уровень-то растет, понимаешь? Хорош, нормально. Ну и все, и традиционная наклеечка, что это safety car. Где? Я не увидел. 24 часа. А, ничего себе. Прикольно. Типа ты всегда safety car, круглосуточно? Все, она уже получила свое имя, все так называют ее, поэтому я решил, что пусть будет. Ну это круто. Сейчас мы кран на нее соберем, вообще будет огонь. Ну, будет. Hit 4-well, I'm a member. Yeah. Leave a art cold like December. What? 4-5 on me, it's a Kimber. What? AK knocking down trees like timber. Get your baby mom before we bend her. Hit the windshield, not the fender. Giving out smoke, my agenda. Throw the white flag, they surrender. Pussy. All black tux, I'm a businessman. Pussy. Me and I still shaking killer's hand. Whoa. Take the plug off in the middle, man. Whoa. Spray the whole block, I don't give a damn. Fucking nigga, bitch, I'm a gentleman. 21, your bitch know I been a man. Playing with the rock like I'm Jigga Man. Gotta look a nigga in the eyes when you kill a man. Glock in my lap. Everywhere I'm scrap. Most these rappers cow. I ain't giving doubt. Glenwood to the flat. Used to rob it. Откройте окошечко. Почему? Уберите машину, это общественная организация Стоп Хаб. Я с тобой не разговариваю. Уберите машину. Общественная организация Стоп Хлам. Общественное движение. Стоп Хлам. Стоп Хлам, уберите этот хлам. Короче, как понять, что мы не стенсеры? Это значит, у нас есть много зеленых браслетов? Нет, это значит, что мы еле нашли, где их получить. Нам объясняли, но мы все равно мы тупые. Парковку спустили. Да. Ну все, Виталий аккредитованный СМИ, а это на банду. Нет, это мы сейчас пойдем перед входом продавать 2500. Брат, нам надо срочно купить какой-то головной убор, потому что я просто сгорю. Пойдем зайдем в магазин. Вот же. Ну, это жестко. Ты шериф будешь в граунде, да, брат? Отвечаю. Да нет. Не, она нормально, она Не тебе моя, маленькая и она черная. Короче, ни одной панамки не было в размере, поэтому залетели две кепки. Или это бейсболки. Интересно. Ой, Никита, вообще кепка с гостиницы какой-то, Санапы или откуда? Да. Санапы? Это не гостиница, это ресторанчик просто. Это мама сделала фотографию, администратору понравилось, он подарил ей кепку. А у моей мамы, помимо меня, еще 2 детей. И они из-за кепки стали драться, а они вместо того, чтобы унести вторую кепку, просто смотрели на это. Привет, Соренто. Вот. Классика. Спасибо. Я ему говорю, а вы у нас? Я говорю, да мы уже заезжали. Я говорю, белый СЛС. Я говорю, это мой друг просто приехал. Я говорю, посмотри, чтобы он заехал. Он даже ничего не сказал. Я просто такой, давай, аккуратно. Типа. Все, мы залетели на граунд. На тачках, короче. Скайп? Я же говорил, что случайно как-то получится залететь 100%. Не, ну, слушай, там такие тачки стоят, ну, не аккредитованно высокие. Мы, в принципе, с тобой нормально сюда впишемся. На граунд. Смотри, мотоцикл, ты не как у тебя, да, расцветка? У тебя зеленого нет. Нет, это вообще новый V4, это вообще... Ну, красиво. А у тебя лимитка, да? Это типа обычно. Ну, это тоже специальный типа лимитка, но это такая лимитка, которая никому не нужна. Да, триколор тоже был в моем кузове, и он тоже никому не нужен. Блин, ну прикольно. Ну, конечно, вот этот весь стенс мы уже пережили, мне кажется. Мы ради дрифта приехали, да, брат? Может, будем когда-нибудь дрифтить с тобой? Конечно. Дверь в дверь. ГТР ростовский. Да, мы когда ехали по Краснодару, я увидел. На ТТХе. Красота. Давай я выйду. Давай. Азия, разгоняйся. Сапчик. Лукич тоже здесь, Алинка здесь. Шура! Чё, брат, БМВ закрылась, ты теперь здесь? Здорово. Привет, Виталик. Привет, Олег. Как ты? Нормально. А тебя как аккредитовали, брат? Меня, брат, главный стенс-проект видел? Видел. Чё вы? Добро пожаловать. Что это такое? Моем машины, делаем красивыми. Вот, да, когда БМВ закрылась. миники, видишь? Да. Все, брат, на мойку переходят.
Да, кстати. Нормальная тема, походу. Ну, без музыки, конечно, хорошо, с музыкой, конечно, тут ужасно. Ну что, ты рад, что мы заехали? Да. Это наш какой граунд? Ну, мой третий, твой второй, да? Все, мы первый раз. Пойдем Лукьяна тоже возьмем, он грустит один тут. Лукич, пойдем в техпарк с нами. Давай, не ручку. грусти, пойдем. Пойдем, Цавы танем, пойдем. Машину закрыла, тут сейчас Стенсия, блядь, залезет в нее. Сохи. Ой, бздык, О, блядь. выучил слово. Все, что вы сейчас слышите, это мнение человека, который заплатил за билеты свои личные деньги и не аккредитован. Так, смотри, это у нас Skyline. 33-й Skyline. Это Альтеза. Я предлагаю все-таки делать акцент на красивых тачках, да? Тогда типа... пойдем есть. Ну вот что, вот этот хороший уголок у нас собрался, нет? Да. Пацанцы. Чисто свойский. Просто, я не ну знаю. вот, смотри, стильно. Пока мы еще немного увидели, вот первоначально, могу сказать, по сравнению с 2018 годом, Да, серьезных сыровато. каких-то проектов Да, гораздо меньше. Одни и те же тачки. Видно, что аппрувит гораздо проще было пройти, либо аппрувит стал стоить денег. В 2018 году над ним бы мы ржали, стояли, понимаешь? А сейчас Ну да, мы слишком высоко. Это же стендс-фестиваль. На стендс-фестивале машина должна быть на чем? В первую очередь на колесах, во втором на стенде. Посадка. Посадка. А здесь вот кто-то просто парится, выставляет посадку. А кто-то приезжает на стоковой тачке практически. Как мы, да? Вот этот, что за еб? Как его пустить? Вот это самый топ в этой машине на самом деле. Это оригинальные ТЕшки 18. Ну, чуть-чуть подзаюзанные. Не, они такие должны быть. Жизненно. Да. Не, ну они такие должны быть от трекового использования, от московских бордюров, конечно. Ну да, не от паркингов. Можно Шура. мне воспользоваться вашими автомобилями, чтобы прорекламировать? А что нахуй ты спросил, если уже лежит, блядь? Азиз разрешил, я дальше не спрашивал. А, Азиз разрешил на мою машину положить? Ну все, тогда на его, а ты уже положил. Ай, брат, А Виталик вот смотри сюда сам. напихает. Не надо, ну то провалится. Подходили вот так вот дёрнули. Так, тут сцена. Итак, Ну тут как будто именно отборные все-таки тачки, знаешь? вашему вниманию, машины на 7% лучше, чем на той площадке. Да. Вот это я фанат этого человека на самом деле. Я смотрю этот канал каждый вечер перед сном. Я думаю, тут плохо слышно, говори погромче. Когда я досмотрел все, включил перед сном, а смотреть было нечего, я очень сильно расстроился. Я посмотрел даже, как правильно стирать микрофибру. Да, подписывайтесь на Диму Фурёку, Беломор канал. Он снимает, как правильно мыть. Всем привет, с вами Дима Фурёка. Да. Новое видео. Ну, красивая тачка. Чё. Да и Дима ничего. Это, кстати, ростовский ГТР, который рано встал. Да, он еще это. Он еще не проснулся. Глаза не Такой, да. Это Клим без очков, понял? Вот это топать. SX? Ну да, базару нет. Просто ничего лишнего. Только что улетел флайер. Это сток, да? На сток-спойлере, на сток-фонаре, ну только с карбоновой какой-то вставкой. Без расширений, без ничего. Это просто стоковый 180, именно 100, не 200, не 240, а 180. Это европейский или какой? Нет, 180 это японский. Чисто Япония, да? Ага. Во, вот это уже... Вот это интересно. Вот это уже машины, да. Они... Сильвия катается. Да, кстати. Да, мы в Москве ее видели. Go hard. Но мы же не ждем вас, блин. Опять вы приехали. Куда не пойди, вот там, блин. Везде go А hard. где это? Говно воняет, туда мы приходим. Че, катает или это не Ромчик? Да. Мне здесь нравится, вот больше всего, это вон та красная Сильвия. Ну, она вылизанная, А да. он на ней, по-моему, не дрифтит нифига, но она, конечно, вообще... А он стоит на старте вроде. А что, Егорчику лень, да, в багажник прыгнуть? Он кран повесил. Но он за тобой повторил просто. В смысле? Я в багажнике всегда сижу. А, до сих пор? Ты Да. такой, типа, Не, поснимали, я да, только в этот кран? жопу на кран снимаю, да. Вот этого чувака знаешь на 36-й? Нет. Он из Берлина, по-моему. Реально? Да, немец. Он дрифтить приехал? Да. Хорош. Ну, по-моему, он что-то типа переехал в Калининград, но, короче, он там, типа, пипец Германии, там это не Но раз. она хорошо выглядит. Автоблогер очень такой, типа, известный. Да? 700 сил, BMW мотор турбо. А что за мотор? Ну вот BMW мотор турбо, Какой там М50 какой-то, М50, B30 или B28, что-то такое. Нормально. Лютый чувак, супер Реально? добряк. Успевай. Бля, вот это кайф. Калаш на
суп. Вот это, да, вот это вот весело, то что если они вот так толпой будут дрифтить, будет вообще классно. Габер будет дрифтить. В целом можно было на М2 приехать сюда покататься. Но парни не готовы. Красиво. Шестая очень красивая. Блин, кайф, да? Это стилек, да? Вообще порядочно, порядочно. Что он говорит? Хочет рассказать, на каких дисках М2 хорошо смотрится, ТЕшки хуй. Не, ну ТЕшки это за просто за эволюшены, вот эти вот скайлайны. Вот, за опелями вот такие, вот носятся. Опель на ТЕшку, точно. И те ТЕшки. Не, ну это примерно похоже, вот они есть вот А такие. вот такие на М2 четко бы сели. Нет, почему? Надо, чтобы они были не с такой полкой, а с вылетом и вогнутые. Вогнутые, чтобы не вот так были. Конкейв, чтобы были. Ну, конкейв не вот так, чтобы у него ровный диск, а чтобы они немножко вот так. Чтобы они конкейв были в центре, спицы Чуть-чуть, да. А вот такие ТЕшки. Только они полностью черные. Зажрался со своими этими, блядь, суперкарами просто. Все на восьмашках просто ездят. А у тебя на 18-ках, блин, третью не едет, блин. На 22-х Шарье, надо им 305, 35, 20. И пацаны на Сильве. Понял, как эти бигфуты. Ладно, расскажи про свой 350Z, брат, который ты купил. Пока рано, мне кажется. Рано, да, еще? Ну ладно. Не рассказывай. Давай мы его соберем сначала просто. Хорошо. А то так истории не закончатся, не начавшись. Ну согласен, Кузов ладно. останется там, где он Согласен. Сань, ну как ты вообще? С кайфом. Ладно, расскажи про Супру. Как вы вообще победили АБС, редуктор, блокировку? Расскажу по-быстрому. Коробку отшили, нам немец отшил. Сейчас что-то почему-то мощности нету. Вот нету. Не дует, может, что-то. Она зашита во что-то у тебя? Она стоковая и выхлоп только. Да. И Каты на месте? Нет, Может, и закат? нет, вряд ли. Может, она думает, что передув и ограничивает? Внизу нормально было, но может сейчас разряжен воздух и думает, что передув. Я не знаю. Ну, может быть. Я очень хочу, чтобы мероприятие закончилось, мы уже вниз спустимся, посмотреть, как это работает. Я понял. Потому что даже прямо нет мощности, она так Странно. медленно очень едет. Короче, все работает. Ручник, Так, в целом, механика, сток-мотор. И все дружит, да? Да, И всё ручник классно. из цепа, все работает. Восхитительно. Блин, Я очень посмотрел. круто. Офигенно. Очень круто. То есть, в принципе, М2 можно собрать вот в Легко, таком спеке и кататься. М2 же есть на механике. Да, да. Вот, легко Она туда вообще. встает, да.